Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить манный пудинг с яблоками, который я готовила сыну, когда он был маленьким. Он захотел вспомнить вкус детства. Детально рецепт уже не помню. Сейчас готовлю спустя долгое время по памяти. Сначала варю манную кашу для пудинга. В кастрюлю наливаю 560 мл молока. Жирность молока 2,5%. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Всего я использовала 4 столовые ложки сахара с небольшой горкой. Добавляю щепотку соли. Перемешиваю и довожу молоко до кипения. Снижаю огонь до минимального и в кипящее молоко всыпаю 5 столовых ложек манной крупы. У меня крупа из твердых сортов пшеницы. Всыпаю ее понемногу и перемешиваю, чтобы не было комочков. Готовлю, помешивая, чтобы каша не пригорела, примерно 1-2 минуты до загустения. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Выключаю плиту и добавляю 40 грамм сливочного масла. Жирность масла 82%. Перемешиваю до расплавления масла. Накрываю кастрюлю крышкой, даю каше настояться и немного остыть. Оставляю кашу на столе примерно на 20-30 минут. Подготавливаю яблоки. 2 столовые ложки сахара растапливаю на сковороде. Три яблока среднего размера я предварительно нарезала дольками. Яблоки у меня кислые. Их можно нарезать мелким кубиком или натереть на терке. Отправляю яблоки в сковороду и перемешиваю, чтобы они покрылись сахаром. Яблок много, а сахара мало. Добавляю еще 1 столовую ложку и перемешиваю до расплавления сахара. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями, вы этим поможете развитию канала. Карамелизированные яблоки перекладываю в миску и даю им немного остыть. У меня 3 яйца категории СО. Отделяю белок от желтка. Сразу скажу, что в кашу я добавила 3 желтка. Лучше добавлять 2, так как у меня получилось более жидкое тесто, чем нужно. Память уже подводит. Очень давно я готовила этот пудинг. В кашу добавляю 3 желтка. Вы добавьте 2. И перемешиваю до однородности. Каша почти остыла. Она стояла примерно 2 часа. Так как не было электричества, пришлось прервать процесс приготовления. 3 белка взбиваю с оставшимся сахаром до жестких пиков. Напоминаю, что сахара у меня было 4 столовые ложки с небольшой горкой. Должна получиться вот такая консистенция белка. Если перевернуть миску, то белок остается в ней и не выпадает. В кашу белок добавляю частями и перемешиваю до однородности. В итоге получается пышная однородная масса.
алюминиевую форму диаметром 20 см и высотой 7 см я предварительно смазала сливочным маслом и притрусила панировочными сухарями. Сухари у меня с зернами кунжута. К сожалению, обычные сухари закончились. Лучше использовать панировочные сухари без добавок. Выкладываю часть теста в форму и разравниваю. Сверху кладу остывшие яблоки и оставшееся тесто. Каши для этой формы много, но я решила положить ее всю. Разравниваю и стучу формой о стол, чтобы тесто слегка утрамбовалось. Поливаю 30 граммами растопленного сливочного масла. Масло не должно быть горячим. И посыпаю панировочными сухарями. Выпекаю манный пудинг в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно 45-50 минут. До сухой шпажки. Если у вас в духовке есть режим конвекции, то используйте его. В этом случае температуру духовки снизьте до 180 градусов и выпекайте те же 45 минут. Готовому пудингу даю постоять в форме 5-10 минут. Затем форму накрываю тарелкой и переворачиваю. Форму накрываю полотенцем, смоченным в холодной воде, и оставляю на 10-15 минут. Убираю полотенце, стучу по форме ножом и снимаю ее. Я пудинг немного сломала, когда снимала форму. Получился он не таким, как я его помню. Может быть, манная крупа в советское время была другой. Или сыграла роль то, что я бы раньше готовила в газовой духовке, а сейчас в электрической. Не знаю. Но пудинг получился не совсем таким, каким он должен быть. И красивой плотной золотистой корочки на нем не получилось. Я пудинг выпекала 45 минут. Наверное, нужно было его еще минут 5 подержать в духовке. И положить в тесто не 3 желтка, а 2. Пудингу даю немного остыть. Вот такой манный пудинг с яблоками у меня получился. Несмотря на то, что внешний вид пудинга пострадал, он получился вкусным. И сын остался доволен, так как вкус детства ему вспомнить удалось. Даже форма для выпечки та, в которую я ему пекла пудинг в детстве. Она у меня сохранилась с советских времен. Рецепт пудинга простой, из доступных продуктов. Готовится он просто, а получается вкусно. Мой муж не любит манную кашу, а вот манный пудинг с яблоками ему нравится. Рекомендую вам приготовить такой манный пудинг. Думаю, что вам он тоже понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.